Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим об очаровательных толстушках во всей красе на картинах знаменитых художников от древности до наших дней. На протяжении веков менялись стандарты красоты и отношения к полным женщинам, что неизбежно нашло отражение в живописи. Очаровательных толстушек писал не только Рубенс, но и многие другие художники, даже сам Рафаэль Санти. О том, почему они это делали и как менялись отношения к полным женщинам в искусстве, мы и поговорим в этом видео. Одной из первых статуэток в истории человечества была Венера Виллендорфская, чей возраст составляет примерно 30 тысяч лет. И как оказалось, люди мезолита очень ценили широкие бедра и большую грудь. Основные признаки, свидетельствующие, что женщина может родить и выкормить здоровых людей. В Древней Греции отношение к полноте изменилось радикально. Считалось, что она олицетворяет порочность, неподобающее поведение, слабость и болезнь. Не случайно толстяки в древнегреческих комедиях сплошь пьяницы, обжоры и лодыри. А вот богини и боги имеют безупречное телосложение, которое стало стандартом красоты вплоть до наших дней. Правда, нынешние модели все же зачастую более худощавые, хотя это больше требование модной индустрии, когда зритель должен смотреть на одежду, а не на саму манекенщицу. В эпоху Возрождения художники активнее стали писать светские портреты с учетом всех особенностей внешности изображенного на них человека. Но особенно они любили изображать богиню любви и красоты Венеру, отличающуюся явно выраженными художественными формами, широкими бедрами и большой грудью. А для большей гармонии художники соразмерно увеличили и все тело. Но так все только естественнее и красивее. Венера действительно напоминает настоящую женщину, способную любить и родить крепких детей, а не игрушки для мужчин, на которую похожи некоторые девушки, чересчур увлекшиеся пластической операцией. Впрочем, в Средневековье большая часть населения зачастую страдала от недоедания, поэтому и голландские художники, одни из первых ставшие изображать простолюдинов, отображали их худощавыми, но отнюдь не безупречного телосложения. Поэтому полнота стала ассоциироваться с достатком, хорошей сытной жизнью и положением в обществе. Неудивительно, что художники охотно изображали обнаженных полных женщин и девушек, подчеркивая их высокий социальный статус. Но особенно изображениями полных женщин прославился Рубенс. И это опять было из-за желания показать их принадлежность к привилегированным слоям общества, отделить от обычной черни. В Голландии в то время стали писать гораздо лучше. Амстердам являлся крупнейшим портом и главным банковским центром в Европе. И даже простолюдинам не нужно было надеяться только на скудный урожай своих земельных участков. Можно было подзаработать в порту или на мануфактурах. Так-то полнота Рубенса отчасти показатель качества жизни. Этому вполне соответствует изображение Селена, древнегреческого бога веселья и пьянства, который воспитал покровителя виноделов Диониса. Селена всегда изображали вечно пьяным и очень веселым, с большим животом, в окружении своры сатиров и падших женщин. Но разве кто-то может сказать, что ему живется худо и он в чем-то нуждается? Полные женщины были на картинах французских импрессионистов, хотя в то время полнота уже не была символом достатка, а художники рассматривали ее как часть отображения действительности, что вполне соответствовало их мировоззрению и творческому подходу. На смену безупречным фигурам богов и богинь на картинах салонных академистов пришли реальные персонажи, которых можно увидеть в обычной жизни. Даже в эпоху ар-деко художники охотно изображали полных женщин, как на картинах Тамары Лемпицки. А вот худые модели поначалу вызывали недоумение. Но постепенно стандарты изменились, полнота стала рассматриваться как нечто болезненное, в противовес здоровому питанию и образу жизни, а потому некрасивый. Но нарастающее в 21 веке явление бодипозитива постепенно меняет эти понятия. Да и кто сказал, что красоту можно уложить в строгие формулы 90-60-90. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.